Всем привет! В одном из своих прошлых роликов я говорил, что от прошлой цивилизации должны были сохраниться гидротехнические сооружения, а также мосты, так как они массивные и прочные, и катастрофам их не так просто уничтожить. Некоторые из этих объектов используются до сих пор в изначальном виде или в отремонтированном. Вот, например, мост из бетона, я думал, он советский, а оказалось, это старинный каменный мост, отремонтированный с помощью арматуры и бетона. По нему, думаю, снять отдельное видео. Речь сегодня пойдет о чугунном мосте в центре города, чудом сохранившемся до наших дней. Чугунный мост находится между двумя современными бетонными мостами. Думаю, видно, что мост в хорошем состоянии. Над ним слои бетона и асфальта. Ездят ли по нему машины или наверху пешеходная зона, узнаем в самом конце видео. Мост также интересен тем, что перед ним и после него установлены пазы для шлюзовой задвижки. Эти пазы изготовлены из стали или отлиты из чугуна. Они цельные и не имеют стыков. Длину вы видите сами. Интересно, что гайки на них имеют квадратную форму, для того, чтобы было удобно откручивать лаптем. Несмотря на сырость данного места, здесь протекает ручей, гайки хорошо сохранились. Ученые доказали, что секрет долговечности старинных стали и чугуна заключался в том, что металлические печи топили кизиками или соломой, точно неизвестно. В руду добавляли куриные яйца, собирали по всем окрестным деревням. Еще один важнейший секрет заключался в следующем. Печи для плавки металла раздували мехами из бычьих пузырей. Сами кирпичи для печи выписывали из самой Италии вместе с итальянскими зодчими. По-другому объяснить сей феномен просто не получается. Толщина профиля составляет около 30 мм. Давайте посмотрим на квадратные гайки чугунных секций моста. Сами секции сделаны по всем правилам сопромата, имеют ребра жесткости в двух проекциях. Эти секции чем-то напоминают чугунные тюбинги метрополитена. Чугунные секции отливали крестьяне в сараях, форму делали из грязи и навоза. Для расторопности их бил боярин плетью, а инженерами были пленные немцы. Информация стопроцентная. После отливки чугунных секций моста крестьянам давали время на сбор урожая и на плетение лаптей. Размер секций приблизительно 1,2 на 1,8 метра. Можно сказать, что это достопримечательность города и образец чугунолитейного производства XVIII-XIX века. Немного отвлечемся. Поддержать автора вы можете, заказав познавательные книги, советские учебники на моем одноименном сайте, ссылка в описании. Также вы можете подписаться на Boosty. Там я выкладываю самые интересные видео, которые никогда не будут в открытом доступе. Благодарю за поддержку. А мы продолжаем. Длинные направляющие для шлюзовых задвижек даже в наши дни может изготовить далеко не каждое предприятие. Сварить из частей, да, могут. Из более тонкого металла тоже соберут, так, что заржавеет через пару лет тоже могут. Но так, чтобы толщина была 30 мм и без стыков и швов на длине метров 8-9, да и еще чтобы не ржавело 200-300 лет, такая задача достаточно сложная. Напишите в комментариях, кто разбирается в этом вопросе. По современным стандартам этот мост на 2-3 полосы. Раньше на мосту была одна линия для трамваев и по одной полосе в каждом направлении для транспорта. Кстати, попробуйте найдите провода у трамвая. Проводов и столбов не видно. За счет чего же он перемещался? Я думаю, секрет прост. Очевидно, что под полом трамвая сидели крепостные крестьяне и крутили педали. Стенка канала сделана из известняковых блоков. Блоки уложены без раствора. Чтобы блоки не выпадали, они удерживаются стальными скобами. Один конец скобы фиксируется в толще опоры, а другой вставлен в отверстие в камне. Пространство между скобой и камнем залито свинцом. Это промышленный стандарт прошлого. Если верить официальным датировкам, эта методика применялась тысячи лет на всех континентах. По скобе и свинцу было отдельное видео. Скоба сделана из альфа-железа, а свинец сверхчистый, без примесей, его чистота составляет 100%. Зачем такой чистый свинец применялся на стройке, непонятно.
Качество металлонаправляющих шлюза удивляет. Подписчики писали, что это чугун. А что же гайки? Гайки обычно из чугуна не делают, так как он хрупкий. Обычно их делают из стали. Качество старинной стали также на высоте. Видно, что крестьяне очень старались. Среди множества стыков есть один интересный. Конечно, не Мачу-Пикчу, но все равно интересно. Листа бумаги не просунешь. Интересно, за счет чего достигалась ровная плоскость сопряжения блоков. Внешняя стенка блоков тоже ровная. Сразу стало понятно, что блоки были отшлифованы тряпочкой с песком. По-другому такую работу просто не сделать. Вот колонны для Исаакиевского собора точно так же отшлифовали и отполировали, и литография есть. Не все блоки ровные. На некоторых блоках видны следы обтесывания. Давно известный факт, что специально обученные крестьяне вырубали эти блоки в каменоломнях с помощью бронзовых топоров и зубил. Вернемся к конструкции моста. Видно, что над мостом находится длинная балка, проходящая на всю длину моста. Предназначение чугунной балки, на мой взгляд, выровнять арку, которая получилась от чугунных секций. Без них мост представлял бы собой одну большую кочку или искусственную неровность. Чтобы выровнять весь мост, таких балок должно быть много. Давайте подумаем вот над чем. Для каких целей были нужны эти пазы? Если была бы одна пара пазов, то это могла быть задвижка для регулирования уровня воды. От уровня воды зависела работа вододействующих машин старинного оружейного завода, который был выше по течению этого ручья. Кстати, аналогичный паз должен быть на дне этого канала, иначе вода прорывалась через неплотное прилегание задвижки ко дну. Если мы видим две пары пазов, то это очень напоминает шлюзовую камеру. То есть в эту шлюзовую камеру заходили маломерные речные суда для дальнейшего движения вверх или вниз по течению. Раньше течение реки было перекрыто плотиной, и вся вода текла в этот канал, где производились съемки. Естественно, уровень воды был гораздо больше. Да и уровень воды в Упе в старину был выше, река была судоходная. Шлюзовая система нужна была для нескольких задач. Проводка судов и регулирование напора воды, от которой работали все оружейные и металлургические заводы города Тула. Наиболее известные металлурги XVIII века в городе Тула – это Демидовы, которые представляли государственный бизнес, и Баташовы – частники. В исторических записях сохранились сведения о том, что Демидов периодически поднимал свою плотину выше, из-за чего подтапливались заводы Баташова. Заводы останавливались, и Баташов терпел убытки. Вернемся к шлюзам и к мосту. Думаю, что очевидно, что такое соседство шлюзовой камеры и чугунного моста мешало бы прохождению судов. Сейчас при постройке моста на судоходной реке или канале сам мост делают раздвижным или сдвижным в сторону. Если по этим каналам проходили суда с низкими бортами и без надстроек, такие как коломенки, то они могли беспрепятственно проходить под мостом. Если же по этому каналу проходили суда с высокими бортами и надстройками, то такой мост нужно было делать разводным или сдвижным в сторону. Может быть, и этот мост был действительно раздвижным или сдвижным. Если еще раз посмотреть на мост, то видно, что с северной стороны мост заезжает на опору примерно на полметра, а с южной стороны, ведущей в центр города, чугунная балка уходит вглубь, и где она заканчивается, не видно. Возможно, именно там и находится до сих пор поворотный или подъемный механизм. Узнать это можно путем удаления бетонных плит перекрытий. По моим прикидкам, этот мост сейчас находится на пешеходной зоне, а если точнее, на парковке оружейного завода. И если убрать плиты и облагородить этот чудом сохранившийся артефакт, Тула получит еще один уникальный исторический объект, который привлечет в Тулу не 1000 туристов. Информация для критиков. Озвученная мною версия является предварительной, и насчет балки, думаю, уже многие начали писать, что это не продолжение балки, а бетонная балка, поскольку цвет разный. Я с соратниками длительное время рассматривали эти фрагменты и пришли к выводу, что так состыковать чугунную балку XIX века и бетонную балку XX века очень сложно, и, скорее всего, это единая чугунная или стальная балка.
Но над мостом она имеет другой цвет, вызванный, например, коррозией или специальной обработкой, например, покраской той или иной части. Вадим предположил, что более светлый цвет свидетельствует о закалке той части балки, и стало быть, эта балка не чугунная, а стальная, так как чугун не закаливается. Для продолжения исследований нужна высокая лестница. Как только я ее раздобуду, я сниму продолжение исследования Тульского чугунного моста. А на этом все. Пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока.